Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проведем одну очень мощную и сильную практику. С помощью этой практики вы можете нейтрализовать негативно заряженные слова. Достаточно сильная, в то же время очень простая практика, которую мы каждому человеку на этой прекрасной планете Земля рекомендуем проводить. Первое время желательно почаще, а когда вы научитесь управлять своими мыслями, словами и действиями, вы можете проводить и раз в неделю. Этого будет предостаточно. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всем приятного просмотра! Все мы с вами произносим слова, и много зависит от того, где мы находимся в данный момент, что мы делаем, о чем мы мыслим. И, как правило, если у нас с вами хорошее настроение, у нас все с вами получается, то мы созерцаем, мы говорим слова, которые, как правило, заряжены положительной энергией. Возможно, вы даже замечали о том, что когда кто-то вам что-то пожелал с чистого сердца, то в этот момент это и происходит. Вам желают того-то и того-то, прекрасно, например, отдыха, да, и вы отправляетесь в путешествие на отдых, и у вас действительно все прекрасно и чудесно проходит. И другая ситуация, когда, например, у вас в коллективе есть сплетники, есть недоброжелатели, и которые изо дня в день вам желают постоянно чего-то нехорошего. Очень часто, наверное, такое происходит, потому что, знаете, во многих коллективах, к сожалению, наверное, такой как террариум. Все на друг друга смотрят и пытаются сожрать. Но мы с вами должны научиться отбивать эти энергетически сильные негативные слова. Как только мы это научимся с вами делать, мы сможем перекрывать потоки этого негатива в свою жизнь, в свое биополе и, соответственно, никогда больше не будем нести в свою жизнь. А соответственно, те люди, которые, возможно, желают вам зла, желают вам чего-то плохого, это будет возвращаться все к ним. При этом будут настолько возвращаться, что у них появляться будут, вот они вам чего-то пожелали, а это возвращается к ним, отбивается и умножается еще на 2. И в какой-то момент люди начинают заниматься своими какими-то проблемами, своими какими-то неполадками в жизни, и на вас просто уже не обращают внимания. Но чтобы к этому прийти, нам нужно с вами проработать эту практику, потому что даже говорят, что слово «не воробей» вылетишь не поймаешь, потому что на самом деле слова действительно имеют очень сильную энергетическую силу. Вспомните даже такой вариант, как, например, слова вашей мамы, когда вы отправляетесь в дорогу, отправляетесь в дальний путь и всегда просите, чтобы мама вас благословила. Или, например, какая-то у вас ситуация, вы открываете свой бизнес или идете устраиваться на работу, в институт, неважно, вы всегда приходите к маме и ждете ее благословения. Возможно, это на осознанном уровне это непонятно, то есть вы не знаете, что мама попросить, да, в этот момент, но вы просите благословения. Когда мама, как правило, дает благословение на то, что вы делаете, у вас все проходит прекрасно, замечательно. Как мы видим, здесь энергия слова, энергия мысли имеет очень важное и глобальное значение. Конечно же, нам требуется тренировка для проведения этой практики и дисциплина. И порой очень часто вот эти отрицательно заряженные слова, которые мы с вами произносим, мы, как правило, произносим в какие моменты? Когда мы на эмоциях, когда мы чем-то недовольны, когда мы видим несправедливость, когда мы видим, что мы не под силу изменить те или иные события или ситуации. Соответственно, мы это не контролируем. А когда мы что-то не контролируем, мы пускаем на самотек. И что у нас получается? У нас получается не очень все хорошо. Поэтому вам нужно научиться замечать то, что вы говорите, какие вы говорите слова, с какими эмоциями, с какой энергетикой. Когда вы научитесь замечать, вы научитесь и понимать причину, вот почему вы так в данный момент говорите. Вы тогда научитесь и распознавать вот те деструктивные установки, которые существуют в вашем и сознании, и в вашем подсознании, которые
вас вот толкают к произнесению вот именно этих негативных, этих деструктивных и разрушающих слов. Возможно, вы даже замечали, что у вас есть, она у всех есть, потому что мы все люди, а такая вот привычка осуждать других людей. И очень часто это прорывается в наших разговорах. И теперь вы будете понимать, что вам стоит это проработать. А энергию произнесенных слов, того вот негатива, который вы говорите по отношению к вам, говорят, или когда вы с кем-то общаетесь, вы сможете нейтрализовать. И это очень важно. Как мы проводим эту практику? В этот момент сядьте в самую удобную позу, которая вам будет удобна. И сделайте несколько глубоких вдохов и плавных, медленных выдохов. Глаза можете не закрывать или прикройте, если вам, как вам удобнее. И вспомните в этот момент содержание ваших разговоров за, например, последние сутки. Постарайтесь как можно подробнее воспроизвести в своей памяти, что и как вы говорили, или какая была ситуация, кто что говорил. И отметьте в этот момент, какие из ваших слов были отмечены отрицательными, деструктивными энергиями. Как в этот момент звучали ваши слова, связанные с чувством, с вашим настроением. Как вы осуждали, возможно, себя, других людей. Какая у вас была обида, гнев, разочарование. Возможно, в этот момент, когда вы ругались, говорили какие-то нехорошие слова, у вас было даже неверие в себя. Поймите, если вы заложили в свои слова, ну, к примеру, обиду, то, совершив работу, эти энергии вернутся к вам, приведя вашу людей, обстоятельства, самих людей, которые обидят вас еще больше. Поэтому, чтобы этого не происходило в самом ближайшем будущем, да и вообще, вам нужно нейтрализовать эту энергию. Мы неоднократно говорили о том, что то, что вы несете в себе, эту энергию, она и притягивает. Обратите внимание, когда вы злые, когда вы недовольны, какую вы энергию тянете на себя. И когда вы хороший, когда вы улыбаетесь, когда у вас все хорошо получается, что вы в этот момент ощущаете? У вас радость идет, любовь идет от сердца. И далее очень важно, чтобы вы вернулись именно в тот момент, когда вы произнесли те или иные слова. Конечно же, желательно, чтобы вы представляли это в виде потока энергии, который вы усиливаете, потом останавливаете. И очень важно, чтобы в этот момент вы заключили вот этот негатив, который вы говорили, обсуждали в шар фиолетового цвета. И вы будете видеть, как в этом шаре происходит, ну, например, кипение, бурление энергии. И вы видите, например, то, что оно, например, горит ярче, сильнее. И в какой-то момент шар, например, вспыхивает фиолетовым пламенем и взрывается. Тем самым, например, превращается в белое, такое вот, знаете, как вот солнце. Когда вы смотрите на солнце, оно такое ярко-бело, такое нежно-нежно-желтого цвета. Вот так и представьте, что оно взорвалось, и это превратилось вот это вот такое беленькое свечение. И мысленно вот этот негатив, вот это вот деструктив отпустите обязательно в небеса. Представьте, как это все поднимается выше и уходит где-то в космос, где больше это к вам не вернется. И вот эти энергии, которые вы отправили, они будут нейтрализованы и уже вам точно ни в коем случае не смогут причинить вреда. И, друзья, очень важно, чтобы после этого мы с вами, после проведения вот такой вот сильной практики нейтрализации негативных слов, негативных программ, сказали следующие очень важные слова для того, чтобы закрыть именно эту практику в изобилии и в достатке. И скажите следующие слова. Я постоянно пребываю в благостной энергии изобилия. Я сильный и чистый канал для божественного изобилия и процветания. Очень важно, чтобы вы эти слова переписали
и произносили как можно чаще. Возьмите себе хотя бы первые 2-3 дня, желательно неделю, эти слова произносить в любой момент, когда вы едете на работу, когда вас начальник вызывает, когда вы идете домой, когда у вас звонок, и вы знаете, что у вас будет неприятный разговор. Возьмите, перепишите себе эти слова на листочек и произносите всегда в тот момент, когда вы понимаете, что у вас идет деструктивная энергия, вы видите, что у вас апатия, у вас недовольство, вы раздражены, у вас злость, и вы увидите, что после проведения этой практики хотя бы один раз вы увидите, как энергии и как люди, события и все то начнет к вам идти по-другому, поэтому обязательно после прямо этого видео проведите эту практику и в конце закрепите вот этими сильными, мощными словами. Друзья, очень сильная практика, мы рекомендуем ее проводить в любое время суток, это не привязано к фазе Луны, вы можете проводить тогда, когда посчитаете важным, нужным для себя, и обязательно поделитесь этой практикой с теми, у кого действительно сейчас очень плохо, кому очень сильно тяжело, кому не хватает, возможно, энергии, не хватает толчка, не хватает движения дальше. Именно эта практика очень сильно поможет. Во-первых, она уберет негатив, она уберет негативные слова, которые человек произносит осознанно, неосознанно, и приведет к новым свершениям. Откроются новые возможности. Только помните о том, что эту практику нужно провести так, чтобы вы почувствовали радость внутри себя и такое, знаете, вот облегчение, успокоение. Это очень важно. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.